И снова всем привет! С вами я, Алиса, вы на моем канале про инвестиции. Я вам показываю квартиры, в которых мы делаем ремонты. Эти квартиры у нас под инвестицию куплены для аренды или для перепродажи. Эта квартира очень похожа по планировке, которая была в предыдущем видео. Я добавлю ссылочку здесь в описании. Но она абсолютно не похожа на те квартиры, которые мы делали вообще до этого. Это у нас квартира сделана в классике. На полу у нас плитка под белый мрамор. Она будет у нас попадаться по всей квартире. Я добавлю название и ссылочку на нее, если она еще есть в Агромате, мы ее покупали. Вот, с левой стороны нашего произведения зеркала с подсветкой. С правой стороны здесь у нас глубокий шкаф на 80 сантиметров. Уже много раз я показывала. Это у нас выдвижные ящики для обуви. И видите, как я ногой открываю, закрываю, чтобы не нагибаться. Так. Вот, здесь сделана подсветка, выключатели у нас выведены на эту сторону. Второй выключатель у нас включает бытовой шкаф, который находится чуть-чуть дальше, под стиралку и сушку. Также, видите, мы сделали подсветку, чтобы не было темных пятен, чтобы было все видно, что где на полках лежит. По техническим характеристикам, кстати, у меня кто-то спрашивал по поводу этой сушки, выведена ли у нас канализация для конденсата. В Bosch установлен специальный ящик для конденсата, но также мы предусмотрели, эту модель можно переоборудовать. У нас в стене специально выведена канализация под этот сушильный аппарат Bosch, который можно переоборудовать и подключить напрямую к изливу, к основной канализации и не ходить, не сливать с конденсат с вот этой колбочки, которую предусматривает Bosch. Так, все, коридор закончили. Скажу, ребята, что у нас теплый пол сделан везде. То есть там, где имеется вот эта белая плитка на полу, везде идет теплый пол. С левой стороны мы переходим в гостевой санузел. Он маленький. Это на случай того, когда к вам пришли гости. Он сразу находится на входе. Никого не смущает, он не находится рядом с кухней, не находится рядом с залом. То есть это уединенная точка, туалетная для гостей. Есть еще дополнительный санузел, который находится через стенку. Очень похожая планировка на предыдущую квартиру, которую я сняла. Мы, получается, вот этот санузел, который был в этих габаритах, мне кто-то там писал, нарушаем мы какие-либо нормы по поводу размещения мокрых точек в наших квартирах. Нет. Смотрите, слева была гардеробная, это нежилая зона. И санузел был больше, чем вот этот. Он был один, но он был большой. Мы его разделили на два санузла и задействовали маленькую часть гардеробной, которая осталась с той стороны. Поэтому, как там гласит закон, не размещать мокрые зоны над и под жилыми помещениями. Мы этого не делаем, поэтому мы ничего не нарушаем. У нас мокрые точки находятся на тех местах, в которых они были изначально от застройщика. Мы никуда не переносили, ничего далеко не тянули, поэтому у нас канализация не над чьей-то кроватью. Здесь у нас душевая кабина. Насколько я помню, это у нас брават. Да, но наклейки очень хорошо уборщицы сняли. Поэтому тут нет опознавательных знаков, есть только маленькая тут надпись о том, что это брават. Такие душевые кабины стоят порядка 10-11 тысяч гривен. Опять же, говорю, видеообзоры мои про Украину, Киев, поэтому я говорю в гривне. Если вы хотите понимать, сколько это в долларе, делите на 26,5, на данный момент это курс наш доллар к гривне. Душевая кабина размером 90 на 90, есть срезанный край. Для среднестатистического человека тут довольно-таки удобно. Почему мы не сделали больше угол? Потому что было бы узко для унитаза. Поэтому мы решили сделать душевую кабину с таким скошенным углом здесь. Опять же, насчет высокого поддона, который находится возле этой душевой. Посмотрите, сейчас добавлю ссылочку на другой видеообзор, чтобы я опять не повторялась и не была тавтология, почему он здесь такой. Вот перейдите и посмотрите почему. По мебели рассказываю. Столешница влагостойкая, дуб Санома, покупается на Вияре, это ДСП. Здесь ниже выдвижные ящики, они у нас на пуше. Пуше это вы нажимаете, оно открывается. Фасад пленка, МДФ материал,
сверху пленка. Корпус, опять же, ДСП, сделано под цвет Саномы. Зеркала делаем сами. Подсветка у нас, обратите внимание, контурная, разведена по всему потолку. Потолки у нас натяжные. По всей квартире мы делаем натяжные потолки, это экономит финансы и время. Но так как это инвестиционные квартиры, конечно, мы делаем натяжные. Если бы мы делали индивидуальные ремонты дорогие, ну тут тоже 50 на 50. Не буду углубляться в эту тему. Мне нравится визуально, как выглядят и натяжные, и как выглядят гипсокартонные. В эксплуатации натяжные, как по мне, они более лучше в новостройке. Внутреннюю часть скрытого монтажа дверей мы делаем из венецианской штукатурки. Вот эта стилизация называется китайский шелк. Она абсолютно гладкая, имеет перламутровый легкий оттенок и рисунок с вот такими вот, грубо говоря, мазками. На общем фоне в белом санузле оно смотрится нормально. В эксплуатации это намного лучше, чем просто покрасить. Она и влагостойкая, и грязоустойчивая, намного лучше, чем обычная краска. Чтобы вы обратили внимание, у нас вот в этом коридоре на стенах везде есть молдинги, чтобы вы понимали, насколько это скрывает кучу дверей в одном маленьком пространстве. Итак, показываю студию. Был вопрос с Инстаграма, размеры. Жалко, не взяла с собой лазерную рулетку, чтобы вы не говорили, что я неправильно что-то говорю. Итак, вот это вот у нас зона гостиной. По ширине это 3,30 точно, потому что у нас уже таких куча квартир, я уже наизусть выучила. Вот этот размер ровно 3,30 метров. 3 метра 30 сантиметров. Жалко, не посмотрела в телефоне цвет этой ткани. Ребята, добавлю в описание. Просто обратите внимание на цвет и текстуру данной ткани. Обалденный. Я не знаю, как он будет смотреться вам на видео, но вживую визуально это и не голубой, и не серый. Вообще непонятно, вот он такой замиксованный цвет, очень нежно смотрится. Надеюсь, видео не будет как-то там цвет неправильно выдавать. Но диван объемный, на нем спокойно раз, два, три, четыре, 4-5 человек можно разместиться. Можно вот так вот тут выпасть. Данный диван вы можете заказать у наших поставщиков, людей, которые нам изготавливают данный диван. Они могут изготовить в любой ткани, которая подходит под ваш стиль и вкус, ощущения, все, что вы хотите. Ткани миллион, а именно вот этот каркас вы можете также его менять. Вы можете менять его по ширине, по глубине, по высоте, по подушкам, по размерам подушкам, с кантиком, без кантика. Все, что хотите, можно придумать. По цене данный диван вышел порядка 38 тысяч гривен. Он раскладной. И хочу обратить ваше внимание, супер-пупер тумбочки нашего производства. Грубо говоря, ноу-хау для нас. Я не знаю, такое по-любому делают, но лично мы делаем такое в первый раз. Смотрите, это такая фрезеровка. То есть корпус мы заказывали на VR. Обычный белый корпус. Фасады делали нам ребята, которые умеют орудовать с деревом. То есть фасад у нас МДФ, но при этом он с глубокой фрезеровкой в виде буквы В. И просто покрашен белой краской. Ножки металлические у третьих людей абсолютно заказывались. То есть можно сказать, что это у нас тумба Франкенштейн-конструктор, которые собирали лично по моим мыслям. И она получилась, как по мне, бомбическая. Когда-нибудь, может быть, мы доживем, и мы будем выпускать свою мебель. Но это как карта ляжет. Хочу вам сакцентировать внимание. Посмотрите на эти стулья. Я вот так вот подыму, покажу. Это новомодная, не знаю, у кого там, может, она уже давно модная, но у меня модная в этом году гусиная лапка. И обратите, она необычного цвета. Я ее подбирала под цвет ткани, которую мы купили диван. То есть стулья у нас изготовленные тоже на заказ. Они в этой же ткани, что и диван. И потом еще изголовье кровати мы тоже делали в этой же ткани. Так, и идем на кухню. Кухня. Кухня у нас по размерам где-то процентов занимает 40 от этой общей комнаты. Комната 30 квадратных метров. Длина, как-то я говорила, что 11 метров общая, но где-то кухня занимает 30% общего объема. Помните, когда-то я еще рассказывала о том, что
острова обязательно заранее узнавать по наличию широкого вот такого материала полотна у производителя. Тут, слава богу, мы угадали. Это наша любимая дуб Санома. Она влагостойкая, мы ее использовали на всех столешницах, на подоконниках. И она есть вот такая широкая, очень удобно. Вы здесь готовите, кстати, у нас сварочная индукционная Bosch и полновстраиваемая вытяжка Элика. С той стороны можно докупить вот такого же формата барные стулья, как я вам показала до этого, сюда установить. И тут удобно готовить. Вот смотрите, готовка где-то вот весь жир будет занимать вот такое пространство. То есть люди, сидящие там, почему это лучше, чем барная стойка 60, не будет на них лететь. Это вот так вот. Переходим дальше. Это же плитка, которая у нас на полу и в санузлах, уже говорила. Устанавливаем Q-Tap вот такие вот моечки с вот такими вот железячечками, очень удобными для мочалок и всего остального. Дозаторы для мыла. Добавили света, так как есть у нас, помните, в предыдущем видеообзоре, там, где у нас похожая планировка с фартуком, который без верхних полок, то здесь у нас верхние полки имеются, поэтому мы подсветку сделали только именно фартуха и небольшой вот этой вот зоны. Посудомойка также у нас имеется в этой квартире. Техника практически вся Bosch, кроме духовки и микроволновки. Это у нас Whirlpool. Опять же, я уже показывала и рассказывала. Так, быстро показываю шкаф еще. Здесь он у нас не в черном профиле, как в предыдущих видео. Опять же, графитовое стекло приглушенное дает такой оттенок прикольный. А это у нас браш никель. Шкаф с подсветкой включается с бара. Быстро это показываю спальню. Хочу все успеть показать. Так, включаем здесь освещение и заходим в спальню. Сразу хочу Сразу хочу акцентировать внимание на изголовье. Посмотрите, оно у нас точно такое же в цвет диванчика. И оно просто божественно, шикарно, обалденно. Вот мне очень зашел такой цвет. Я бы тут жила, честно. Гипсовая панель, как на предыдущих видео. И вот эту вот красивую композицию я подсмотрела на Пинтересте. Вообще вся идея этой квартиры у меня начиналась с этой картинки. Сейчас я ее добавлю. Я не знаю, кто автор данного шедевра, но я слезала оттуда вот этот образ, то есть вот эту вот часть, и от нее разворачивала всю идею всей квартиры, дизайна квартиры. Вот такие вот низкие светильники. Это вообще люстры, которые вешаются на кухню. Но я подумала, что они будут прекрасно смотреться над тумбочками. Кровать у нас слегка асимметричная из-за гипсовых панелей, которые расположили здесь. Все это додумывала я в процессе без проекта, как обычно, так как у нас уже были гипсовые панели, а я захотела изголовья на всю стенку, поэтому она у нас получилась слегка асимметричная. И мне даже это так больше понравилось. Это необычно, как будто такая задумка. По факту задумки никакой не было, все придумывалось на ходу. Вот. И низкие, хочу показать еще последние тумбочки, новые, которые мы делаем. Они тоже у нас на пушах. Ну, как по мне, они как-то минималистично по-японски смотрятся, все низкое такое. Опять же, тут у нас окно с прекрасным видом на Днепр и рабочая зона. Здесь мы ее увеличили, в отличие от других видео. У нас оно было уже, но тут у нас оставалось больше пространства для ног, поэтому мы решили сделать полноценный рабочий стол для лаптопа, компьютера, все, что хотите. Можно поставить принтер. Все технические вещи у нас выведены. Там внизу интернет есть. Напрямую можно подключать. Также есть розетки там и здесь. Пожалуйста, тут место под телевизор. С этой стороны у нас шкафчики комода. Минималистичные такие под классику шкафы под вещи. Здесь расположились. И в этой спальне у нас еще добавлена такая опция. Помните, я вам говорила, что в одной из квартир, кстати, я буду тем людям, которые купили, делать гардеробную в этой зоне. Эту квартиру мы сделали таким образом, что у нас здесь наше зеркало, которое мы изготавливаем с подсветкой боковой. Классно, да? Видно, во весь рост тут оделся и посмотрел. И с этой стороны у нас встроенные шкафы с подсветкой. И зеркало, и подсветка у нас вот здесь включается-выключается.
Как по мне, шкафы с подсветкой – это идеально тогда, когда вы ничего не можете найти в своем шкафу, как я. Я захожу в гардеробный, благодаря тому, что там нет подсветки, я не понимаю вообще, что у меня где лежит. Я начинаю вот так вот копошиться, а так, когда у вас есть подсветка, вам не темно. Извините за данное арт-объект, без меня купили, поэтому он на выброс идет. Переходим, это у нас уже гостевой. Это у нас хозяйский санузел. Серега решил мне сделать... шумит вентилятор, молодец, подметил. Это у нас хозяйский санузел, здесь ванна, 1,80 м на 75 см, можно поплавать с душем. И у нас по-другому тут расположены умывальники. Помните, в одних из квартир у нас такие идут длинные тумбы-умывальники с раковиной, огромным зеркалом. Мы сделали в этот раз на эту сторону. У нас небольшая тумба с небольшим умывальником, но с огромным зеркалом. Решили сделать побольше воздуха. Повесили полотенцесушители скрытого монтажа. Кто не знает, то это специально заранее в нужной точке вам нужно вывести кабель и подключить вот такие полотенцесушители прекрасного производителя Mario, которые делаются у нас в Украине. Цена бомба. Еще там писали мои подписчики в инстаграме, спрашивали, что у вас на полу за ламинат. Ребят, на полу у нас немецкий ламинат, влагостойкий, коллекции Коттедж. Я добавлю, как он называется. Мы подбирали под дуб Санома. Если этот ламинат, который на данный момент у нас лежит, он больше 500 гривен стоит. Есть в коллекции Персей. Это, насколько я помню, Эллада, кажется, Эллада Персей. Он стоит 250-300 гривен. То есть есть альтернатива. Если вы хотите сэкономить, вы можете это погуглить, выбрать тот ламинат. Но мы на эту квартиру уже ставили более качественный. Он имеет классную фактуру, очень похожую на дерево. Также он имеет фаску, видите, фаска, и он довольно-таки фактурный. У него ощущение дерева. Все, кто приходит на просмотр наших квартир, они не понимают, что это ламинат, они спрашивают, это паркет. Мы, естественно, говорим, нет, это ламинат, но он уже сделан качественно, и он недешево стоит. Ну что, ребят, финиш. Я тараторила очень быстро, хотела максимально быстро выдать вам много информации. Бюджет данного ремонта по этой квартире у нас себестоимость вышла $600 метр квадратный. Это ремонт с мебелью и со встроенной техникой. Телевизоры и какие-то дополнительные вещицы и декор сюда не входят. То есть сюда входит мягкая мебель, корпусная мебель и сам ремонт, работа материала. Вот. Если вы там мне тоже задавали вопрос, сколько у вас выходит корпусная мебель, там, допустим, кто-то спрашивал, сколько у вас выходит кухня. Отдельно мы ничего не считаем, мы покупаем материал комплексно, и потом у нас есть общий счет. Поэтому у нас корпусная вся мебель, что вы видели, это и включая кухню, включая тумбы в санузлах, шкафы. Стоимость на эту квартиру вышла порядка 200 тысяч гривен. Вот и считайте, как-то так. Диван я вам сказала, какая цена стоит. Кровати с таким изголовьем вы можете перейти на мой инстаграм, обязательно подписаться, написать мне. И я даю ссылки на диван, где можно заказать, на кровать, где можно заказать, на двери скрытого монтажа. Может, я еще добавлю хоть какие-то скидки и промо-акции от меня на ламинат на плитку, но это будет позже. YouTube очень видит меня и выдает меня в рекомендации, когда вы пишете комментарии под моим видео. Ставьте лайки. Это, естественно, подзадоривает нас делать что-то дальше и снимать дальше. У нас много квартир, мы много покупаем, много ремонтируем. И если хотите увидеть все, лайкаем, комментируем, будем потихонечку снимать и показывать. Я сниму, буквально недавно мне кто-то написал, там технический момент в стадии стройки. Так что это тоже можно, как доп. Опцию, если вы хотите что-то знать в стадии строительства, я могу снимать маленькие ролики и выставлять в YouTube. Если такого рода что-то вам интересно, пишите в комментариях. Кто там ночью мебель тягает? Что там происходит у наших соседей, блин, в субботу ночью? Все, ребята, спасибо, до новых встреч, следующая квартира будет скоро. Пока!